Всем привет! Вы на канале Мужской взгляд. Меня зовут Виталий. Сегодня у нас с вами будет расклад на вашего мужчину. Давайте посмотрим, есть ли у него романтический интерес к другой женщине. Да, посмотрим его на чувства тоже. О чем заняты его мысли. Проверим. Сделаем на две позиции. Пока выбираем. Если что, видео ставьте на паузу. 1, 2. Так, давайте начнем с единичек. Так, по сигнификации. Ну, знаете, ревнивец, сразу скажу. Очень бывает агрессивный, умеет выражать свои эмоции, в принципе их и видно даже выражать-то не надо. Знаете, здесь еще есть такое, умеет пользоваться своей интуицией, да, очень сильно ей доверяет, она ему помогает во всем, если честно, не только мыслит разумом. При этом, знаете, мужчина действительно умеет ставить цели, да, умеет их достигать, умеет понимать то, что он хочет, да, и в принципе разбирается в людях, но присутствует в нем вот эта вот черта такого вот правителя, скажем так, да, она просвечивается и в отношениях, и в том, чем занимается данный мужчина. Так, давайте посмотрим, что сейчас происходит в его личной жизни, да, на самом деле. На чем он сфокусирован. Ну, здесь сразу честно выходит женщина, да, пока не говорю какая, но идет фокусировка именно на отношениях. При том, что не говорят пока чьи, да, это мы узнаем либо ваши, либо все-таки с другой тайной женщиной. Но здесь, конечно, фокус внимания на развитие идет. Давайте узнаем, да, о ком все-таки? О вас или же о другой женщине? Ну, здесь сразу, конечно, выходите вы, да, то есть думает, как развивать ваши отношения, да, поскольку здесь не идет никакой скрытности, да, безусловно, надеется на продолжение. Вижу, что идет страсть в ваших отношениях, да. При этом, знаете, довольно часто о вас все-таки думает, почему-то считает, что вас чем-то обижает, да, скорее обижает его поведение, да, потому что бывает, он вас действительно скажет не очень приятные слова, да, и потом не дождетесь ни извинений, вообще ничего, честно вам скажу. То есть здесь мужчина бывает очень, ну, таким вот агрессивным, да, в вашу сторону. При этом все клонит к себе, да, не дает особо свободы вам, да, вот в решениях, в действиях. То есть здесь мужчина действительно привык контролировать, и мужчина всегда прав. Вот он так считает. Вот, и то, что он считает, конечно, вам не всегда нравится. Но вы пока как бы решили держаться, да, скажем так, держаться и особо не придавать этому значения, да, потому что он вам действительно нравится, данный мужчина. Так, давайте его проверим, да, конкретный вопрос зададим, есть ли у него все-таки романтический интерес к другой женщине, да, помимо вас. Знаете, интересная ситуация. На работе у него, безусловно, пытались, да, спровоцировать его, скажем так, другая женщина, но он отказал, да, немаловажно, он действительно отказал, даже не захотел, по сути, пить кофе, да, с этой женщиной, потому что все
началось именно вот с такого маленького события, да, со всеми намеками женщина действительно сама у него на работе попыталась его забрать себе, да, но мужчина, как ни крути, взял себя в руки, да, и решил сразу эту связь, по сути, убрать, да, от себя. То есть здесь, на самом деле, большой молодец. Он предпочел все-таки ваши отношения, да, нежели интрижку на стороне. То есть здесь он даже не стал ничего пытаться. Поэтому можно сразу сказать, что романтического интереса у него сейчас, конечно, нет, кроме вас, да, и ваших отношений. Так, давайте посмотрим тогда, есть ли то, что он действительно скрывает от вас, кроме романтического интереса, которого нет, да. Давайте посмотрим. Здесь идет сокрытие материальных благ, да, которых вы не знаете, честно вам скажу. Заначка, по сути, да, так это называется, по-мужски, скажем так, да. Есть какой-то у него счет, скорее всего, да, о котором вы не знаете. Там у него на черный день, скажем так, да, лежат денежные средства, о которых вы не знаете, он не хочет, чтобы вы о них узнали, да, потому что, вот так вот он решил, по сути. Всячески уходит от этой темы, потому что вижу, что вы уже задавали данный вопрос, да, интересовались, что у него есть, чего у него нет, да, и он, конечно, в этом ключе брал и уходил от ответственности, уходил действительно от того, чтобы сказать вам правду, да, причем достаточно ловко. То есть, здесь мужчина принял решение в сокрытии данной информации. Так, давайте посмотрим будущее тогда ваше в этих отношениях. Так. Знаете, будут ваши отношения весьма прогрессивными, да, действительно идут в будущее, и можно смело сказать, что вы неплохо в тандеме заработаете, да, потому что вижу приход капитала, да, как к мужчине, так и к вам, и даже вижу совместное путешествие в скором времени, да, то есть может в период отпусков, да, куда-то позовет, либо уже планируете, потому что здесь явное путешествие, да, помимо вот этого денежного притока, скажем так. Так что будущее ждите вполне себе хорошее. И что самое главное, отношения будут развиваться, да, то есть мужчина, повторюсь, выбрал вас, да, и развитие ваших отношений, нежели интрижку на стороне. Хотя был такой шанс, да, был такой действительно шанс. Совет. Почему-то совет, знаете, думать всегда своей головой. Не сильно почему-то ревнуете данного мужчину, да, но, собственно, мы видим, почему. Мужчина довольно оказался все-таки скреплен с вами, да, в отношениях. И здесь еще такой совет. Не давите сильно на мужчину данного своими проблемами. Вот так вот, да, то есть очень интересный такой совет почему-то. Мужчине, видимо, не нравится все это, либо надо, знаете, очень аккуратненько, нежно, да, подходить к этому вопросу, и если помощь требуется от мужчины, стараться ему по чуть-чуть аккуратно об этом намекать, да, а не вот так вот все вывалить, потому что мужчина все-таки с таким интересным характером, да, и сагрессировать может, и просто как бы взять вот так вот, как бы что-то кинуть, уйти, да. То есть поэтому здесь совет, что если хотите дальше быть с этим мужчиной, нужно быть очень аккуратным, аккуратно подходить к нему, да, и действительно аккуратно давать свою мысль, да, данному мужчине, поскольку он все-таки является таким вот небольшим тираном, да, все-таки, который, как сказано, так и будет, мужчина всегда прав.
То есть, ну, здесь, опять же, выбор остается за вами, быть с этим мужчиной или нет, да, вижу, что вы приняли сторону терпения, да, ну, здесь, конечно, тоже стоит подумать, да, загляните внутрь себя и, опять же, подумайте, да, все ли правильно действительно в ваших отношениях. Но здесь вот по совету вижу, что вы решили все-таки, ну, оставаться, да, и поэтому, ну, не давите на данного мужчину, тогда не будет сильных бед. Вот что сказали карты. Давайте посмотрим двоечек. Сейчас мы все это уберем. Так, двоечки, сигнификация, что у нас? Ну, уже вижу, проблемный мужчина. Никого не привык слушать, да, и не хочет. По сигнификации ужаснейший ревнивец, да, постоянно все ревнует, выдумывает проблемы, которых не существует совершенно. При этом, знаете, есть у него деньги, при том, что не сейчас он их зарабатывает, да, не сейчас он их заработал, а такое ощущение, достались они ему либо в наследство, либо, может, выиграл их, то есть вот что-то в этом роде. Большая сумма сразу взяла, вот бабахнула, и вот у него на счету появилась. И сейчас он просто ей распоряжается. В остальном же, знаете, очень... Ну, вот мужчина, который ноет постоянно, да, ноет, на что-то жалуется, постоянно чем-то недоволен, да, постоянно от всего отказывается. Тяжело с таким мужчиной, если честно. То есть, ну, по характеру он больше похож на такого ребеночка. Ребенка, который вот вырос, да, вроде бы в мужском теле, скажем так, да, уже такой дядечка, но ведет себя, конечно, неподобающе совершенно. Так, что сейчас в его личной жизни на самом деле, да, на чем его фокус внимания? Что ж он такой вот бедненький-то? Знаете, здесь мужчина очень зациклен на себе, присутствует и эгоцентризм, да, и нарциссизм, то есть он в основном думает о своих каких-то проблемах, что он почему-то все для этого мира делает, ему никто не платит за всю его проделанную работу, никто его не благодарит, надеется на лучший исход почему-то, да, такой вот на новую какую-то жизнь, да, на новый этап, надеется, что его кто-то заметит, кто-то поймет. Если честно, он больше даже на какого-то актера похож, либо, может, на художника, да, который вот рисует, к примеру, да, либо играет, и никто его не замечает, а он надеется. Очень на себя зол на весь мир. То есть, если честно, здесь фокус его внимания только на нем самом. Честно вам скажу, не видит ничего, кроме себя и своих каких-то надуманных совершенно проблем. Понимаете, он хочет признания. Вот хочет признания, хочет, ну не скажу какой-то власти, да, но вот просто, чтобы его заметили почему-то в мире. То есть, ну, даже по профессии можно вот так сказать, он либо какой-то художник, актер, вот, музыкант может быть, то есть вот что-то в этом роде, связано с творчеством, которое никто не видит. Ну, либо, скажу честно, довольно плохое творчество, раз его не замечают. Так, о чем заняты его мысли, да? О ком или о чем? Ну, знаете, вижу, что вы с ним не раз виделись, да, только у вас не скажу, что это отношения, а это скорее промежуточные такие встречи, где-то либо на тусовках, на каких-то вечеринках, в клубе, может быть, да, то есть он вас помнит, можно так сказать, он вас вспоминает, вижу, что у вас больше к нему интерес, нежели у него к вам, да, и здесь, конечно, его мысли заняты о нахождении какой-то вот новой музы, вдохновения, да, веселье должно быть постоянное,
чтобы не было никакой ответственности. Опять же, посмотрите наличие сексуальных связей различных, да, то есть он в них упивается, он старается забыть о своих каких-то там вот этих терзаниях, проблемах жизненных, о том, что его совершенно никто не признает. И при этом интересная такая схема, поскольку не любит он тратить свои деньги, и в основном все платят за него в компании. Да, не скажу, что конкретная женщина, но именно в компании за него всегда кто-то вносит, да, либо он то, что вот на компанию заказывается, то как бы и потребляет. Поэтому здесь, ну, мысли его в полном бардаке, если честно, они вот просто ищут вдохновение. Так, есть ли у него романтический интерес, да? Давайте посмотрим. Знаете, у него их много. Не хочет он длительных отношений, он все-таки мужчина с краткостью, да, романтических отношений. Женщин у него достаточно, скажем так, с которыми он общается, и вы в том числе, да, поскольку здесь вижу, были у вас встречи, вот почему-то он вам запал в душу, да, наверное, его легкость, вот это свободолюбие, либо, может, он наобещал всякого, но здесь, конечно, у него много таких, как вы, да, действительно крутится он вокруг женщин, но не скажу, что есть кто-то конкретный, да, секс присутствует, да, страсть есть, но это все, чтобы утолить его собственную такую жажду, да, его собственную такую вот, скажем так, пустоту, понимаете, его собственную пустоту, которую он пытается залить, но у него никак не выходит, понимаете. Так, что же он еще скрывает? Давайте посмотрим. Ну, знаете, идет такое сокрытие того, что он находится в каких-то долговых обязательствах, да, но при этом не платит по ним совершенно, хоть и обладает деньгами, да, он просто вот их, ну, держит, да, на себя по чуть-чуть тратит, нежели отдавать какой-то долг. Либо, кстати, ситуация действительно может быть более прозаична, скажем так. Деньги, которые мы видели у него в сигнификации, да, вовсе не наследство, да, вовсе не какой-то заработок, а действительно он попросту набрал кредитов, такое ощущение, поскольку здесь сразу идет сокрытие, долговые обязательства довольно сильные, да, и такое ощущение, что он пришел в банк, взял пару миллионов, да, и просто на них решил жить, но при этом никому ничего не отдавать. То есть на самом деле это реально больше похоже на вот такую интересную правду о данном человеке. И он, конечно же, хочет ее скрыть и никому не показывать и не рассказывать. То есть на самом деле мужчина тот еще кадр, я вам честно скажу. Так, давайте посмотрим будущее. Ну, вы еще встретитесь, да, ходите в любимые места вдвоем, ваши, да, но не будет отношений вот в вашем понимании. Вам показалось, что он действительно вами увлекся, что он захотел отношений. Нет. Это краткий человек. Максимум, на что вы можете рассчитывать, это на секс. Да, это запросто с данным мужчиной, но ничего большего. Честно вам скажу, как только вы будете заинтересованы в этом больше, мужчина просто возьмет, ну, как бы и убежит. Понимаете, он убежит, и все, да, то есть и вас заблокирует, больше вы с ним не увидитесь. Честно вам скажу, да, либо увидитесь, но он будет вас игнорировать, понимаете, вы в компаниях, там, в этом клубе и в подобном месте. То есть, ну, будущее, к сожалению, ну, на самом деле, к счастью, да, потому что с таким мужчиной, конечно, добра не сыщешь. К счастью, оно именно такое. Давайте совет. Ну, совет на самом деле прост. Да,
перейдите уже на новый этап, да, своей жизни и не трогайте этого мужчину. Пускай он со своими долгами, со своими проблемами будет сам, пускай он решает. Вам это зачем? Себя спросите, зачем это вам действительно нужно? Понимаете? Зачем он вам сдался, этот мужчина? Вы отличная женщина, да, самодостаточная и денежку зарабатываете. Да, да, не хватает любви, да, не хватает хороших отношений. Но это не повод цепляться за такого странного мужчину, который безответственный, который набрал кредитов, да, и в принципе в этой жизни ничего не хочет. Подумайте, примите решение, зачем он вам вообще сдался. Ради секса? Хорошо. Потусите с ним одну пару ночей и забудьте, да, если уж так вот не терпится. Но в остальном, понимаете, не стоит связывать себя, не стоит надежды, да, искать и ждать, да, что-то от этого мужчины. Перейдите на новый этап. Вам необходимо вырасти духовно, понимаете? Как только вы это сделаете, вы сразу поймете, что это все была, знаете, такая огромнейшая ошибка, которая, слава богу, ни к чему не привела, да, и не привела к каким-то проблемам, да, но просто как опыт это можно воспринять и больше этого не делать. Поскольку, ну, вы сами видите, какой это мужчина, какие вообще отношения, и по сути-то их как таковых и нет. Понимаете, да? Поэтому выбор, конечно, за вами. Вам его нужно сделать, но по совету вам нужно просто двигаться дальше и забыть данного персонажа, понимаете? Ну, попользоваться, если желание такое будет, и, по сути, забыть. На этом все, понимаете? Ну, давайте закончим. Не забывайте подписываться на канал, буду всем очень рад. Да, надеюсь, советы вам помогут. Также ставьте лайки. Да, я есть еще в других соцсетях. Все ссылки находятся в описании под этим роликом. Да. А я хочу пожелать вам удачи и до новых скорых встреч. Всем пока-пока.